Всем привет, меня зовут Станислав Каргин, в народе известный как Вейдер. Я являюсь геймдизайнером проекта World of Tanks, и сегодня я вам расскажу об обновлении 0.9.3. Появятся ли новые HD-танки? В обновлении 0.9.3 мы переделали несколько танков в HD качества. Это коснулось ИСа-7, Т-34, ИСу-152, М3 Ли, М5 Стюарт и Яхт-Пантер. Также в этом обновлении был перебалансирован М24 Чаффи, соответственно, был переведен точно так же в HD качество. И был разделен танк КВ-1С на два танка, и тоже они, собственно, оба в HD качестве. Расскажите про новые танки. В обновлении 0.9.3 были также включены новые машины. Это ЛТ советской нации, американской нации и немецкой нации. Топовым ЛТ у советской нации будет Т-54 облегченный. Танк получился достаточно комфортным, он очень похож на Т-44, но все же это больше ЛТ. Он более динамичный, с более лучшим обзором и предназначен полностью для этой роли. Американский топовый ЛТ Т-49 на самом деле будет являться, наверное, любимцем среди наших игроков, потому что он получил особенное орудие, это 152 мм. Получается такой быстрый КВ-2 с большой пушкой, но с этой пушкой он будет особенным, а именно нормальным таким топовым ЛТ он будет с другим орудием, которое позволит ему быстрее перемещаться по полю, быстрее стрелять и наводить шухер. Топовым немецким ЛТ будет Ру-251, о нем уже достаточно давно мы говорим. Вот, наконец-то, в этом обновлении мы его ведем. Это достаточно интересный танк послевоенный. Опять же, имеет хорошее орудие, то есть танк способен будет наводить ураган в тылах противника и хорошо выполнять свою роль топового сопляка. Все новые ЛТ, которые мы введем в этом обновлении, они будут представлены, соответственно, в HD-качестве. Какие легкие танки претерпели изменения? Так как мы ввели новые американские ЛТ, мы пересмотрели старые, скажем так, это М5 Стюарт и М24 Чаффи. Раньше Чаффи выполнял роль практически топового светляка, а сейчас он станет больше прокачиваемым, линейным, проходным, как угодно. Поэтому мы пересмотрели немножко его баланс и снизили ему боевые характеристики. Но мы ему добавили очень крутую штуку, это максимальная скорость. Теперь он составит более 70 км в час, что позволит танку более четко выполнять именно свою роль легкого танка. Характеристики каких танков были изменены? В обновлении 0.9.3 мы пересмотрели баланс Т-57 Heavy, но пересмотрели мы его вместе с МХ-50Б, который уже произошел в предыдущем обновлении. МХ-50Б теперь способен наносить большой урон на хороших дистанциях. И Т-57 Heavy у нас в обновлении 0.9.3 получил несколько другую роль. Это нанесение огромного количества урона, но в ближнем бою. То есть при поддержке каких-то тяжелых товарищей с хорошим бронированием. Это быстрая перезарядка, но посредственная подвижность. Так как Т-57 Heavy уже обладал хорошими плюсами, это быстрая перезарядка как внутри барабана, так и между барабанами, нам просто пришлось отрезать немножко стабилизации от движения ходовой и немного уменьшили ему скорость сведения. Американская топовая арта 10 уровня Т-92, мы ее немножко апнули. И в этом обновлении мы вернули немного маневренности, уменьшили сопротивление грунтов и скомпенсировали разбросы. То есть в целом боевая эффективность останется такой же, но машина станет ездить немножко шустрее. Объект 430 точно так же не остался без внимания нашего. Мы пересмотрели немножко все топовые СТ советские, коих 3 штуки, и выделили объект 430 как машину, отличающуюся от других, наделили ее способностью быстро врываться, танковать, потому что бронирование у нее самое серьезное из всех этих СТ-шек. Какие изменения произошли с КВ-1С? КВ-1С разделяется на два танка. Это КВ-1С на 5 уровне и КВ-85 на 6 уровне. По сути, КВ-85 будет похож на нынешний КВ-1С. У него точно так же останется большая пушка 122 мм, но она подвергнется достаточно серьезному ребалансу. Мы пересмотрели и скорость сведения, и скорость перезарядки. Основным орудием там будет другой калибр, это 100 мм. Поэтому танк перестанет быть предыдущим КВ-1С, он станет немножко интереснее и совсем другим. Были ли переделаны карты? В обновлении 0.9.3 мы пересмотрели очень серьезно карту Мраванка. Карта на самом деле хорошая, интересная и уникальная несколько, но вот эта ее уникальность с лесом чудес, так называемым, она несколько напрягала как игроков, так и нас иногда, потому что лес был сильно непредсказуемым.
Поэтому мы пересмотрели респауны. Теперь точки респаунов находятся симметрично, друг напротив друга. У каждой из баз теперь есть одинаковые возможности к лесу, одинаковые возможности к холмам. Помимо всего этого, карта увеличилась в размерах. С каждой стороны мы прикрутили определенное количество метров. Она стала на самом деле очень большой, и теперь пространство для маневра для средних танков, для легких танков появилось. Особенно там по первой линии, во второй линии, где раньше были холмы, там серьезно так увеличилось. И сам лес преобразился тоже, он перестал быть таким плоским, там появились некоторые холмы, выпилились некоторые деревья, теперь там стало попросторнее и более открыто, скажем так. Вот, и вот этот вот феномен леса чудес пропадет как таковой. Какие еще изменения в 9.3? Помимо всего этого, в 0.9.3 войдет достаточно большое количество различных мелких изменений. Во-первых, в ангаре мы переделали некоторые интерфейсы. Коснулось это шапки, это верхняя полоска. Коснулось это окна чата и коснулось это меню выбора боев. Во-вторых, были переделаны многие эффекты. Коснулось это в основном эффектов уничтожения танка. У нас появились теперь новые эффекты, это как взрыв БК, выгорание БК, топливный взрыв, смерть от падения, смерть от тарана, обычная смерть. То есть теперь они сильно различаются достаточно. Также добавились эффекты горения различных объектов на картах. Это бочки, цистерны, канистры, всевозможные автомобили и так далее. Все это теперь будет гореть, взрываться и весело полыхать. В-третьих, мы, опять же, продолжаем работы над неспортивным поведением игроков. И в обновлении 0.9.3 будет введена система, которая будет накладывать санкции на игроков, которые бездействуют на поле боя, выходят раньше времени или самоуничтожаются. Наконец-то будет введена очень важная и долгожданная фича. Это бонус за танкование. Теперь танки будут получать бонус за то, что огромное количество снарядов рикошетит или не пробивает эти танки. Вот. В основном это коснется, опять же, тяжело бронированных машин. Т-95, Маус, ИС-7, ну и по порядку. То есть вот эти машины получат наибольший процент. Доходит это до 10% в среднем от среднего опыта нынешнего. И меньше всего это коснется средних танков. И не коснется вообще артиллерии и легких танков. Для них этот бонус не будет включен. Для танков 8-10 уровней мы пересмотрели collision модели, разделили двигатели на двигатель-трансмиссию. Попадание в трансмиссию для игрока будет означать лишь поломку двигателя как такового. Танк может встать на месте и начать ремонтироваться, но сам пожар теперь не будет возникать. Помимо всего того, что я уже озвучил, у нас продолжается работа над достаточно большой фичой, это укрепрайоны. И об этой фиче расскажет мой коллега. Здравствуйте, меня зовут Александр Курган, и я геймдизайнер в проекте World of Tanks. Я занимаюсь развитием укрепрайонов. Как изменятся укрепрайоны? По результатам, собственно, запуска в 9.2 мы почитали много комментариев, мы просмотрели много статистики и решили внести некоторые изменения. В первую очередь мы убираем лимиты на привязку игроков к зданиям. Сейчас каждому зданию может быть привязано не больше 20 игроков. Игроки просили возможность офицеров перепривязываться, но мы решили вообще отказаться от этого лимита. Теперь в любое здание может привязываться до 100 игроков. Во-вторых, мы посмотрели на экономику. В 10-м дивизионе, в нашем абсолютном, за одну единицу времени приносится меньше промресурса, чем в других дивизионах. Поэтому мы увеличиваем доходность промресурса в 10-м дивизионе до 400. В-третьих, мы пересмотрели экономику с опытом и серебром. Мы будем вводить специальную акцию, которая будет увеличивать зарабатываемый боевой опыт во всех дивизионах для всех танков на 50%. И заработок серебра будет увеличен для каждого дивизиона отдельно. Для десяток у нас будет 15% бонус, для восьмерок 5% и 10% бонус для 6 уровней. Цифры еще не финальные, но я надеюсь, что вот так вот мы и пойдем. Кто такие легионеры? Когда вы формируете в клане какую-то вылазку, вы можете набрать до 5 игроков, которые не состоят ни в одном клане. Вы через друзей, каких-нибудь знакомых можете взять 5 игроков, и они будут играть с вами. Это наша функциональность легионеров. Появится ли новое здание? С этим обновлением появляется новое здание под названием «Канцелярия». Оно работает совсем по-другому. У нас существует большое количество квестов, и каждый раз, когда вы будете использовать приказ из канцелярии, вам будет даваться один из этих квестов. К примеру, необходимо в рамках одного боя нанести 4000 урона и 2000 урона заблокировать броней. Либо необходимо 3 боя подряд убивать не менее 2 танков. Квесты довольно сложные, и на выполнение этих квестов вам дается 2 часа. За выполнение этих квестов вам даются особые награды. Как будет проходить тестирование укрепрайонов? На общем тесте мы преобразуем ваши кланы. Все здания, которые ниже 4 уровня, будут улучшены до 4 уровня, а их склады будут забиты полностью до отвязки промресурса.
Командный центр же улучшится до 5 уровня. Таким образом, позволяем вам сразу включить режим периода обороны. Расскажите про тестирование будущих версий укрепрайонов. Сейчас в тесте мы будем выкатывать тестовую версию укрепрайонов дальнейшего развития. Это возможность нападать на конкретные другие кланы, нападать на чужие укрепрайоны и возможность их грабить. Функциональность нападения одного укрепрайона на другой довольно сложная, и мы хотим протестировать, как это воспримут игроки. У нас сейчас есть несколько вариантов дальнейшего развития этой функциональности, и на общем тесте мы хотим испробовать следующий вариант. Вам, как клану, нужно один раз в сутки защищать свой укрепрайон. Вы должны защищать только одно направление. Неважно, какое количество у вас направлений сейчас в укрепрайоне. Один раз в сутки, в нужное вам время, которое вы определите как ваш прайм-тайм, на ваш клан будут нападать. Достаточно будет 15 человек зайти одной ротой и прозащищать свои здания. Если нам понравятся результаты общего тестирования, укрепрайоны с возможностью нападения выйдут в 9.3.